Есть место, где, если верить Евангелию, апостолы увидели в Иисусе не просто учителя. На несколько мгновений перед учениками исчез привычный человеческий облик. Лицо Иисуса засияло, одежда стала ослепительно белой, рядом появились люди, умершие много веков назад, а сверху прозвучал голос. И самое волнительное, сегодня можно подняться именно на это место. Привет! Мы приехали на Фавор, чтобы понять, что же здесь произошло почти 2000 лет назад. И почему это событие до сих пор считается одним из самых загадочных во всей истории христианства. Фавор трудно перепутать с другой горой. Она стоит отдельно в Израильской долине, как огромный зеленый купол. Высота всего около 588 метров над уровнем моря. По современным меркам совсем немного. Но благодаря тому, что вокруг равнина с небольшими сопками, Фавор кажется настоящей горой. Особое почитание горы как святыни началось рано. Первый храм в честь Преображения Господня был построен на Фаворе по указанию святой равноапостольной царицы Елены во время ее паломничества в 326 году. Тогда же появилась традиция подниматься на Фавор. Для этого в горе были высечены 4300 ступеней, по которым сегодня проходит асфальтированная дорога серпантин. По традиции, именно здесь произошло преображение Господне. Но есть интересная деталь. В самом Евангелии название горы вообще не упоминается. Указано лишь, что Иисус поднялся на главную гору вместе с Петром, Иаковом и Иоанном. Лишь спустя несколько столетий христианские авторы начали связывать это событие именно с Фавором. Во-первых, эта гора издавна считалась священным явлением. Во-вторых, она идеально подходит для уединенной молитвы. Хотя современные исследователи предполагают, что это событие могло произойти на горе Хермон, большинство паломников уже почти 2000 лет приезжают именно сюда. И именно здесь сформировалась живая традиция, которая никогда не прервалась. Так что же произошло наверху? Здесь начинается самое необычное. В Евангелии рассказывается об этом буквально в нескольких строках. Иисус берет 3 своих учеников, Петра, Иакова и Иоанна, и поднимается с ними на гору. И на вершине происходит нечто, что язык Евангелия с трудом может передать. Он преобразился перед ними. Его лицо озарилось светом, оно сияло, как солнце. Одежда стала настолько белой, что, по словам евангелиста Марка, ни один белильщик на свете не может так выбелить. А рядом с ним появились 2 фигуры – законодатель и пророк, Моисей и Илия. 2, которые представляли все, что было обещано Израилю. Почему именно они? Моисей символизирует закон, Илия – пророков. То есть весь Ветхий Завет свидетельствует о том, что миссия Иисуса – исполнять древние пророчества. Петр настолько поражен увиденным, что предлагает построить здесь 3 шатра. Он не понимал, что говорит. Он предлагает построить жилище для тех, кто не может в нем жить. Он пытается сохранить этот момент. И именно в этот момент происходит самое главное. Их окутывает облако. Из него звучит голос. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в нем благоволение мое. Его слушайте». После этого все исчезает. Перед учениками снова стоит Иисус. Но они уже понимают, они увидели то, чего раньше никто не видел. Почему именно облако? Интересно, что облако в Ветхом Завете всегда было знаком и символом Божьего присутствия. Когда пророк Моисей получал скрижали завета на горе Синай,
на гору сошло облако. Во время исхода 40 лет еврейский народ через пустыню вело облако. Облако явилось при освящении Скинии. При освящении храма Соломона, святая святых, облако становится знаком Божьего присутствия. Для сохранения веры это был очень понятный символ. Люди сразу осознавали его смысл. Сегодня на вершине горы Фавор расположены два действующих монастыря. При этом каждый из них утверждает, что именно на их месте произошло преображение. Православный греческий женский монастырь Преображения Господня. Он был основан на руинах древней византийской базилики, найденной в XIX веке молдавским монахом Иринархом. Это закрытый монастырь, и он открывает свои двери для паломников один раз в году, 18 августа, в день Преображения Господня по юлианскому календарю. Католическая базилика Преображения Господня. Она принадлежит ордену францисканцев и была построена в начале XX века на месте монументальных руин древних христианских храмов. Католическая церковь празднует Преображение Господня по новоюлианскому календарю 6 августа. Друзья, сегодня в наших планах посетить католическую базилику Преображения Господня. Современное здание построено в 1924 году по проекту знаменитого итальянского архитектора Антонио Барлуцци. Кстати, Барлуцци построил несколько церквей на Святой Земле. Одну мы с вами уже видели. Это церковь Доминус Флевит на Илионской горе. Ссылку на это видео я оставлю в описании. Но Барлуцци не просто построил красивую церковь. Он попытался превратить архитектуру в продолжение евангельского рассказа. Посмотрите на фасад. Две мощные башни символизируют Моисея и Илию, а в центре находится главный вход – путь ко Христу. Внутри все внимание притягивает огромная золотая мозаика Преображения. Церковь спроектирована так, чтобы в определенные часы солнечный свет буквально заливал изображение сиянием. Создается впечатление, что сцена оживает. Это не случайность. Барлуцци хотел, чтобы каждый человек хотя бы на мгновение почувствовал то, что чувствовали ученики Иисуса – Петр, Иаков и Иоанн, видя его преображение. Ежегодно в праздник Преображения сюда приезжают тысячи паломников. Многие говорят, что ранним утром вершину неожиданно окутывает белое облако. Это напоминает евангельское облако Преображения. Конечно, этому есть и природное объяснение. Фавор возвышается над долиной, где из-за перепада температуры часто возникает туман. Но, возможно, другое. Вы знаете, после посещения Фавора в голову приходит одна мысль. Преображение было нужно не Христу. Это было необходимо ученикам. Совсем скоро Иисусу вынесут приговор. Его ученикам предстояло увидеть его распятие и смерть. И именно здесь они увидели его таким, кем он был на самом деле. Возможно, именно поэтому люди уже почти 2000 лет продолжают подниматься на эту гору. Не только ради красивого вида, а чтобы хотя бы немного прикоснуться к той тайне, которая однажды открылась всего 3 людям.